Привет, сегодня у нас на обзоре игровая консоль GPD XD+, версия 4.32. У нас уже ранее был обзор на канале на подобную игровую консоль, есть ссылка в подсказках. И если смартфоны меняются практически каждый день, их обновление просто на глазах растет, то игровые консоли к ним не относятся. И хотя модели уже несколько лет, но ее обзор будет актуален и в 2021 году. Итак, начинаем. Приходит в большой белой плотной упаковке, внутри находится сама игровая консоль, кабель для зарядки и блок питания, а также имеется инструкция. Указано детальное расположение разъемов и разные переключения, а также краткая характеристика. На тыльной стороне приставки располагается гнездо 3,5, гнездо для подключения к телевизору HDMI, USB-выход для зарядки или же подключения OTG, что поддерживает эта приставка, и вход для карты памяти. В закрытом состоянии приставка напоминает сэндвич, и между экраном и корпусом имеется небольшой зазор. И это вполне логично, ведь кнопки слегка выпирают над корпусом. Мягкому закрыванию способствуют два силиконовых бугорка. Экран открывается на 180 градусов. В таком положении удобно играть в игры. Но при необходимости вы сможете выставить нужный вам угол, и экран держит эту позицию. Не спешит закрыться или открыться. Как установили, так и держится. По бокам самого экрана еще очень много места, благодаря чему можно держать в руках. Качество материалов и сборки хорошее. Снаружи на каждом углу корпуса находится отверстие динамиков, а в этом месте располагается индикатор, который уведомляет о зарядке или пропущенных каких-то уведомлениях. Рядом с ним также располагается микрофон. Дисплей у данной модели на 5 дюймов, он емкостный на 5 касаний с разрешением 1280 на 720. Сверху находится стекло, а по бокам черные рамки. Теперь рассмотрим элементы управления. По бокам находятся два аналоговых управляемых джойстика, без нажатия в центре. Кнопки L3 и R3, кнопка питания, кнопка громкости, кнопка дополнительного меню и активация режима джойстика на сенсорном экране для тех случаев, если какое-то управление не поддерживает ваш геймпад. Снизу располагается логотип GPD, кнопка Start Select, возврат и домой. Ну а рядом располагаются основные отверстия двух динамиков. Звук здесь стерео и очень громкий. При запуске рабочего стола нас приветствует вот такое вот меню. Обои GPD и обычные меню, как у других смартфонов или планшетов. Лаунчер можно установить сюда любой. Вверху имеется полноценная шторка, в котором есть те же все знакомые нам значки. Если игра поддерживает управление через игровую консоль или джойстик, то об этом она сразу выдает информацию. Если же не выдала, то можно зайти в настройки и переключить схему управления, если таковая имеется. Теперь поговорим о характеристиках и тестах. В Antutu Benchmark эта игровая консоль выдала 99 862. Установлен здесь 7-й Android, процессор MT8176, ну а за графику отвечает чип PowerVR Rogue GX 6250. Упомянутый процессор у нас 6-ядерный, с частотой разгона 1807 МГц. С такими характеристиками он тянет все игры не меньше 30 кадров, а где-то даже 40-50 FPS. Встроенный аккумулятор на 6000 мАh и активного пользования хватает до 7 часов. Если же вы будете использовать его как обычный смартфон или планшет, то до 12-14 часов заряда хватает. Версия Bluetooth 4.1, двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, GPS-модуль и встроенная камера отсутствуют. При подключении через HDMI выход приставка способна выдавать картинку в 4К, а значит картинка будет еще сочнее, чем на игровой консоли. Также данная модель поддерживает подключение внешнего 4G модуля, благодаря чему можно выходить при необходимости в интернет. Карту памяти поддерживает до 128 гигабайт, ну а также встроенных множество эмуляторов, я лично насчитал около 15, благодаря чему можно играть на десятки тысяч классических старых игр, ну а на Android можно установить все любые современные игры. Вот так выглядит меню предустановленных приложений, среди которых есть Play Market, YouTube и Gmail. За несколько лет своего существования эта игровая консоль GPD собрала очень много положительных отзывов от
от ее реальных владельцев. На момент создания видео на сайте AliExpress эта приставка стоит $199.80 без бокса. Если же покупать к ней бокс, то есть коробку, то цена ее $205.20. В начале видео я упоминал о том, что мы делали ранее обзор на игровую консоль PowerKiddy X18. Есть модель чуть подешевле, но и послабее по параметрам, конечно же, по цене $100. Ну а для любителей чего-то мощного есть игровая консоль на Windows 10 Pro по цене $494. Ну а есть модель еще дороже и мощнее, больше $1000. Это у нас полноценный игровой маленький мини-ноутбук, который легко вмещается у вас в руках. Он очень компактный и достаточно мощный. Ссылки на все эти модели я оставляю в описании под видео. Для вас не будет секретом, что такие обзоры требуют много времени и сил, поэтому я думаю, что вы оцените этот труд лайком. И если вы еще не наш постоянный зритель, то обязательно подпишитесь. Ну а подписчикам канала Заграчики передаем большой привет. До встречи во вторник, четверг и субботу.